Девушка моего друга меня ненавидит. Публично мы неплохо общаемся. Она даже говорит мне комплименты и говорит, что я умный, но при этом позволяет себе грубить мне, командовать или даже скандалить. Манипуляции, обидные подколки, откровенные оскорбления и множество других неприятностей. Сказать ей, что это неприемлемо, даже мягко, ее парень тут же бросается на защиту, а она радостно корчит из себя жертву. Общение с другом сошло на нет. Вытащить его куда-то без нее не получается годами. И у меня ощущение, что он стал постоянно на меня обижен и холодно ко мне относиться. Не мне лезть в чужую личную жизнь, но я чувствую себя обворованным. Подскажите, стоит ли пытаться как-то найти с ней контакт? Вы находитесь в треугольнике, да? У вас треугольник. Вы, ваш друг и его девушка. Зачем создаются треугольники, если мы говорим с точки зрения глубинной психологии? Треугольник – это всегда способ выразить, прочувствовать, прожить те эмоции и состояния, которые почему-то бессознательно недопустимы между двумя в отношениях. То есть третий человек, он всегда таким становится контейнером чего-то, что недопустимо в паре. Причем этот третий, смотря с чьей позиции мы смотрим, вот третий бывает разным. Если мы смотрим с вашей позиции, то третий в этом треугольнике девушка. Да? То есть вы были вот пара друзей. Ну, треугольники, они ведь не только любовные, да? Это в целом треугольные деструктивные отношения. То есть вот вы были пара друзей. И появилась третья девушка. И вот начало происходить то, что начало происходить. То есть в вашем треугольнике начали появляться очень тяжелые переживания. Да? И вот эти очень тяжелые переживания, они были и до этой девушки, но они были подавлены. Поэтому первое, что я бы спросила, это то, какие были ваши отношения с другом до того, как появилась девушка. И, скорее всего, вы можете сказать, что «О, они были там прекрасны», да? Или «О, они были ужасны», неважно. Но если вот чуть глубже покопать, мы обнаружим, что там было что-то, знаете, такие как мелкие горошинки неприятные, вы могли их вообще практически не осознавать, вообще нюансы, но так если копнуть, то там жили вот ровно те состояния, о которых вы пишете, которые вы сейчас переживаете в отношениях с девушкой. Да? То, что она вас там... как вы пишете, что она грубит, командует вами, там, скандалит, корчит из себя жертву и так далее. Вот эти вот паттерны деструктивные, они где-то были в вашем с другом отношении. И через девушку вы просто можете их, через вот этого третьего в ваших отношениях, да, вы это можете проживать, вы можете ей предъявить эту претензию, вы можете представить, что она вас ненавидит и плохо к вам относится, и в целом для вас это переносимо. Да, это неприятно, но переносимо. В отношениях с другом это непереносимо было. Понимаете? Но еще раз, я сейчас говорю о глубинных вещах. Это не то, что вы думаете, это то, что вы проживаете на младенческом, неосознаваемом, очень глубинном психическом уровне. Вот. А уже то, что мы думаем, осознаем, это такие вот, знаете, как вот это корни, а мы видим уже верхнюю часть, да, что над землей, то есть там дерево, да, а вот корни вот там. И если говорить в принципе о треугольниках в отношениях, еще раз, всегда третий приходит как контейнер для непереносимых чувств. Если мы возьмем классический любовный треугольник, там, муж, жена и любовница, смотря с чьей позиции мы смотрим, тот и будет третий. Например, там разные будут третьи, да, в этих отношениях. Если с позиции жены, кто третий? Любовница. Что жена испытывает к любовнице? Там зависть, ревность, ненависть и так далее. Вот, пожалуйста, любовница становится контейнером для вот этих непереносимых чувств. С точки зрения любовницы, да, у нее третий в отношениях это жена. Что она чувствует к жене? Практически тот же букет, да, у кого-то там еще чувство вины, еще что-то. Но опять же, жена становится для нее контейнером для ее непереносимых чувств. Да? И вот каждый по принципу синхронистичности подбирает себе любовный треугольник так, что каждый свое сливает в третьего. Вот, и таким образом поддерживает свой внутренний психический баланс. Да, деструктивно, да, нехорошо, но как-то вот наименьшее зло из возможных. И та же история у вас происходит с другом.
что без этого выйти, ну, понятно, что те отношения, которые у вас складывались с другом, они уже являются, ну, это не что-то новое, а это отображение вашей внутренней матрицы отношений. То есть изначально это внутри вас есть. Дальше это проигралось с другом и с его девушкой, но это ваш внутренний сценарий. Поэтому здесь я бы начинала с того, как я уже сказала выше, чтобы проанализировать, как складывались ваши отношения, что там было до того, как появилась эта девушка. В каких точках вы не позволяли себе выражать или даже осознавать ваши чувства. Потому что, еще раз, все те чувства, которые вы сейчас испытываете, как будто бы по отношению к девушке, они были до нее. Да? Сейчас она просто удобная мишень, удобный контейнер, чтобы разрешить себе это почувствовать. Вот. Вам может сейчас казаться, ну, я не знаю, кто задавал вопросы, у всех есть разная там степень погружения в психологию, саморефлексии и так далее. Если вы, например, ну, только-только там интересуетесь психологией, вам может показаться, что это какой-то бред. Ну, при чем здесь? Да нет. Но просто побудьте с этой идеей, так вот, ну, не изгоняйте ее сразу из головы, да, просто покрутите, чуть побудьте. Может, какие-то сны вам начнут сниться, что-то вы начнете вспоминать интересное, может быть, про эти отношения с другом, может быть, про какие-то более ранние еще отношения. В общем, сейчас моя интерпретация, если она верная, она все равно запускает внутри вас правильные процессы. И дальше психика начинает сама дорабатывать. Вот. Поэтому просто поносите эту идею в голове. Да? Это как минимум, а как максимум, да, проанализируйте, где были точки сложные в ваших отношениях с этим другом до девушки и как вы реагировали на что-то, что вас не устраивало в этих отношениях. Вы об этом говорили, не говорили. Если не говорили, то почему? Ну, вот такой вот самоанализ можно провести. Можно это сделать с профессиональным психологом, что, конечно, усиливает эффект этой работы. У нас, кстати, в Европейской школе психологии открылся сейчас сервис подбора профессиональных психологов. Мы наших выпускников аккредитуем, и те, кто прошли аккредитацию, могут у нас работать, и, соответственно, наши зрители, наша аудитория могут пользоваться услугами проверенных профессиональных психологов. Пожалуйста, переходите, ссылочка будет под видео, и можете этой услугой воспользоваться. Что касается того, как себя вести в этой ситуации, моя рекомендация, пока вы внутри вот этот анализ делаете, общение реальное сделайте более дистанцированным, да, более, ну, так вот, более таким нейтральным, не надо очень какие-то интенсивные, близкие мероприятия проводить, потому что, ну, будет то же самое повторяться. Вам нужно внутри у себя эту историю переосмыслить, переварить, и тогда уже из новой позиции, из новых внутренних установок по-новому выстраивать эти отношения. Никто не знает, как это будет. Может быть, вы останетесь очень хорошими друзьями и с вашим другом и с его девушкой. Может, вы решите закончить и те отношения. Может, только с другом будете общаться. Но в любом случае, если вы внутри себя этот сценарий переварите, внешняя коммуникация, она не будет травматичной для вас.